Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, с нами интересно. Сегодня у меня в кадре моя постоянная рубрика о педикюре. И как мы знаем, зима – это не препятствие делать педикюр, ведь за ножками нужно ухаживать круглый год. На процедуре у меня сегодня моя постоянная клиентка, которой мы уже 2 педикюра подряд делаем на косметике Card. Здесь у нас проблема с кератозом, очень много нарастает кожи и возникают глубокие трещины. В прошлый раз я полностью выполнила сразу все этапы препаратного педикюра, без применения изначально диска, и потом скальпелем не смогла хорошо счистить огрубевшие слои кожи, так как скальпель цеплялся за трещины, и все это взлохмачивалось и взъерошивалось. Сегодня мы еще раз решили попробовать препаратный педикюр, но совместить его с обработкой дисками на сухую. В прошлый раз было очень много комментариев о том, что нужно было изначально обработать дисками на сухую, чтобы лучше проникали активные компоненты препаратов. Кому интересно посмотреть прошлое и позапрошлое видео с этими ножками, ссылочка вверху экрана. Таким образом, сегодня начинаю с обработки дисками на сухую. Взяла файл на 100 грид и обрабатываю огрубевшие участки кожи. Этим действием я хочу снять верхний слой, который очень шелушится, чтобы потом хорошо проработать оставшуюся омертвевшую кожу препаратами. Увидев в этот раз состояние стоп, я, честно говоря, немножко расстроилась, что нет особой динамики, но клиентка уверяет меня, что 2 недели после педикюра она ходила с гладкими стопами, не было никаких проблем и что она в целом довольна. Song.
Теперь обрабатываю ножки мылом и наношу пилинг. Далее наношу только на пяточку универсальный размягчитель, так как зона, где нам нужно размягчить кератоз, находится только на пяточке. Теперь делаю аппликацию с размягчающим лосьоном и заворачиваю все это под пленку. Тем временем у меня есть 20 минут, чтобы обработать пальчики. Срезаю свободный край кусачками и опиливаю пилочкой. На ногтях ног у нас нет разнообразия формы, здесь всегда у нас мягкий квадрат. Далее очищаю ноготочек от птеригия, от кожи, которая налипла. Для этого использую фрезу удлиненная почка 0,5 диаметра. Под кутикульный карман здесь особо никакой не делаю, он нам в педикюре не нужен, поэтому просто убираю кожу с ноготочка и дальше буду работать фрезой шар. Шар у меня в данном случае 0,40, но здесь пальчики маленькие, на ножках можно взять 0,33 диаметр. Работаю на форварде, на 10 тысячах оборотов срезаю кутикулу. Шар у меня в данном видео с синей насечкой. Пальчики обрабатываю диском. Здесь у меня файл на 180 грит, это шлифовочный файл. На 18 тысячах оборотов на форварде обрабатываю аккуратно пальчики. Здесь важно не останавливаться на одном месте и хорошо удерживать пальчик, чтобы он не болтался. «20 минут у меня прошли. Теперь снимаю пленку и аккуратно счищаю все скальпелем. Ну, теперь, конечно, другое дело. Скальпель не цепляется за порванную кожу, за трещины и легко, свободно счищается омертвевшая кожа. Как говорят производители косметики Card, их препараты действуют только на ороговевшую кожу. Теперь необходимо доработать пяточки. Это можно сделать как в обычной технике пилкой, так и диском.
Я, конечно же, выбрала диск, поэтому беру файл на 180 грит и дорабатываю. Истончаю аккуратно края трещин, делаю это поочередно то в одну, то в другую сторону. Иду диском от центра трещины, сначала влево, потом вправо. Диском работаю на форварде на 18 тысячах оборотов, не надавливая, легкими движениями и не останавливаюсь на одном месте. Последним этапом полирую стопу, приклеиваю файл на 200 грит и прохожусь по всем обрабатываемым участкам. Полирую стопу также на форварде на 20 тысячах оборотов. Теперь хочу еще уделить немножко внимания пальчикам. Смачиваю все мыльной водой и дорабатываю боковые стороны накожницами. Педикюр наш почти готов. Хорошенько все промываю мыльной водой, вытираю насухо салфеткой. И давайте вместе посмотрим на то, что у нас было до и как получилось у нас после. Вот такой вот получился у нас результат. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить новенького. Всем желаю продуктивной работы, хорошего настроения и крепкого здоровья. Пока-пока, до новых встреч!